Здравствуйте, с вами снова Эльвира Утрецкая. Пусть вас не смущает присутствие в кадре этих молодых людей, сейчас я вам все объясню. Сегодня я расскажу вам об уникальном объекте, который находится на Азорском острове Файал. Это земля, образовавшаяся совсем недавно в результате извержения подводного вулкана. Так получилось, что у меня в архиве оказались видеозаписи с дрона этого местечка, снятые одним из героев этого фильма, Арсением. Там такие интересные ракурсы, которые мало кто видел, и еще меньше тех, кто их снимал, что я решила поделиться ими с вами. Давайте мы будем наблюдать за тем, как ребята Арсений и Лена с их замечательным песиком Ричардом исследуют эту новую землю, а я тем временем буду рассказывать вам интересное о ней. Этому кусочку суши всего-то чуть более 60 лет, и это настоящий небольшой полуостров. До сих пор местные жители старше 65 лет на вопрос о самом значительном в их жизни событии отвечают однозначно. Это извержение вулкана Капелиньюш, или, как его называют в специальной вулканологической литературе, Мистерия Капелиньюш. Это название связано с местом, возле которого все это случилось – Понта-душ-Капелиньюш. Это самая западная точка острова Файал. Как раз сейчас вы видите ее на экране. Здесь находился маяк с тем же именем, от которого после этого события остались лишь башни и стены верхнего этажа жилого помещения. А это фотография очевидцев извержения этого подводного вулкана. Выбросы черных струй вулканического пепла достигали высоты 1400 метров, а облако водяного пара иногда поднималось выше 4 километров. Все это представляло собой грандиозное зрелище, парадоксальную смесь прекрасного и ужасающего, которую никогда не забудут свидетели и будут рассказывать об этом своим потомкам. Мне нравится очень это качество в азорских людях. В тех условиях, в которых они были в то время, никто не знал, чем это может закончиться. Ведь это извержение аукнулось и на другой части острова, на дне кальдейры. Кальдейра – это огромный островообразующий кратер вулкана почти в середине острова. Так вот, на дне этой кальдейры тоже началась активность. Там появились фумаролы, из которых бил водяной пар с запахом серы и кипящая грязь. И вот в таких условиях постоянного страха они умудрялись восхищаться этим феерическим проявлением мощи Земли, на которой они живут. Может быть, именно благодаря этой силе духа никто из них не погиб и не пострадал. В описании я привела ссылку на документальный фильм об этих событиях. Правда, он на португальском языке. А сейчас подробнее о том, как это было. Извержение подводного вулкана началось 27 сентября 1957 года и завершилось 24 ноября 1958, то есть продолжалось 13 месяцев. В то время еще разрешалась охота на китов. По всем островам были разбросаны специальные сооружения в виде башен для наблюдения за морем на предмет поиска особей китов. И вот, поутру, один из таких наблюдателей, глядя в бинокль, обнаружил, что с морем что-то неладно. Оно будто начало кипеть, хотя в общем до этого было довольно спокойным. Он сообщил об этом смотрителю маяка, а тот уже властям острова. Это было тревожным знаком, потому что за пару предшествующих недель на острове случилось порядка 200 небольших землетрясений с магнитудой не более 5 баллов. И в 6:45 утра в 300 метров от крайней точки острова начались выбросы вулканического пепла и водяного пара. Позже последовали взрывы, выбрасывавшие в воздух лавовые бомбы и огромное количество пепла. А под ними потоки лавы хлынули в море, похоронив под собой 2 небольших островка, остатки кратера древнего вулкана. Так постепенно образовался новый островок, который довольно быстро соединился с большим островом Перешейком, а потом превратился в полноценный полуостров площадью около 2,4 квадратных километров. Но в наше время он уменьшился уже примерно на треть из-за плохой связки горных пород и из-за разрушительного действия волн и ветров. Много домов было разрушено. Поля и пастбища в близлежащих районах Капеллу и Прая-ду-Норт уничтожены.
Население было вовремя эвакуировано в поселок Каштелу-Бранку, и оттуда ежедневно курсировали 2 машины. Одна с мужчинами, которые ухаживали за оставшимся там скотом, чистили крыши сохранившихся домов, ремонтировали дороги, а другая с женщинами, которые пекли там хлеб. Последнюю в шутку называли «машиной горячих женщин». Напоминанием о тех временах до сих пор здесь можно увидеть черепицу крыш, засыпанных пеплом домов, и множество руин, так и не восстановленных, в поселке Капеллу. Маяк Капелиньюш лишился нижнего из 2 этажей здания маяка. Многие эмигрировали тогда в США и Канаду. Население убыло почти на 40%, что, впрочем, благоприятно повлияло на возможность трудоустройства и улучшило качество жизни оставшихся. Некоторые эмигрировавшие, тоскуя по родным местам, возвращаются в свои разрушенные дома и восстанавливают их. Но очень много домов так и остается заброшенными, зарастая кустарником и вьюном. Башня маяка сейчас является частью интерпретационного центра вулкана Капелиньюш, открытого в 2008 году. Его основное помещение располагается ниже поверхности Земли. Очень разумное решение, поскольку оно не нарушает естественный ландшафт этого природного заповедника. Там есть музей вулканизма, удобные места для отдыха, бар, туалеты и много демонстрационных материалов. На башню маяка можно забраться по винтовой лестнице. Оттуда открываются захватывающие виды на вулкан и окружающее его пространство. Вулкан Капелиньюш признан достопримечательностью мировой вулканологии. Это было подводное извержение, которое наблюдалось, документировалось и изучалось от начала и до конца. Весь этот сложный период рядом находились ученые и репортеры со всего мира.